Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим торт без выпечки. Красивый и с насыщенным карамельным вкусом. Он прекрасно подходит для любого праздника и на каждый день. Готовить его можно в любое время года. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала готовим белый слой. В мисочку насыпаем 20 грамм желатина и наливаем 50 мл воды комнатной температуры. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин на 10-15 минут. Я использую быстро растворимый желатин. В отдельную миску наливаем 300 мл молока. И сюда же добавляем 150 грамм сгущенного молока. Все перемешиваем венчиком до однородности. Молоко желательно использовать не из холодильника, а нагретое до комнатной температуры. Желатин уже набух. Разогреваем его в микроволновке несколько раз по 10 секунд, каждый раз обязательно перемешивая. Желатин нужно нагреть примерно до 50 градусов. Распущенный желатин вливаем в приготовленную молочную смесь и хорошо перемешиваем. Все выливаем в форму для кексов. Объем моей формы 2 литра. Ставим в холодильник застывать примерно на 3 часа. Белый слой полностью застыл. Готовим карамельный слой. В мисочку насыпаем 45 грамм желатина и наливаем 200 мл воды. Все перемешиваем и оставляем на 10-15 минут, чтобы набух желатин. В большую миску кладем 300 грамм вареной сгущенки. И наливаем примерно 400 мл молока комнатной температуры. Все перемешиваем венчиком до однородности. Все сгущенное молоко растворилось. Сюда же доливаем еще 400 мл молока. Опять перемешиваем. Всего для карамельного слоя понадобится 800 мл молока. Желатин уже набух. Разогреваем его в микроволновке по 10 секунд, каждый раз обязательно перемешивая. Желатин разогреваем примерно до 50 градусов. Растопленный желатин вливаем в карамельную массу и перемешиваем. Все переливаем в емкость с носиком, чтобы удобнее было выливать. Молочный слой уже застыл, вынимаем его из холодильника. Аккуратно руками отсоединяем желе от стенок формы. В форму наливаем подготовленную карамельную массу. Белый желейный слой стараемся приподнять силиконовой лопаткой, чтобы карамельная масса затекла вниз формы. Аккуратно наливаем остальную жидкость. Ставим в холодильник застывать. Желейный торт должен застывать в холодильнике минимум 4 часа, а лучше дольше. Прошло 6 часов. Достаем торт из холодильника и опускаем форму в горячую воду. Температура воды примерно 80 градусов. Держим форму в горячей воде примерно 10 секунд и вынимаем. Сверху на форму кладем тарелку и резким движением переворачиваем. Снимаем форму. Все лишнее, что вытекло, вытираем. Желейный торт украшаем любыми фруктами или ягодами. Я украсила малиной и виноградом. Желейный торт без выпечки получился очень красивым и вкусным. Карамельный слой прекрасно сочетается с молочным желейным слоем. Готовить такой торт можно в любой форме, даже в миске.
Он прекрасно подходит, когда хочется чего-то вкусного и легкого. Также у меня на канале есть и другие варианты приготовления желейных тортов. Один из таких рецептов я покажу в этом видео. Приготовим необычный торт «Малиновый сюрприз». Готовится он очень просто и без выпечки. Берем 300 мл воды и засыпаем в нее одну пачку малинового желе. Все перемешиваем. У меня пачка желе рассчитана на 400 мл воды. Для большей стабильности желе я уменьшила количество воды. Оставляем на 10 минут, чтобы набух желатин. Желатин в желе уже разбух, ставим его на маленький огонь. Растапливаем все, постоянно перемешивая. Желе снимаем с огня и оставляем остывать. Берем пол-литровую мисочку и кладем в нее 250 грамм свежей малины. Все заливаем желе, остывшим до комнатной температуры. Малину окунаем полностью в желе и ставим в холодильник застывать минимум на 2 часа. Малиновое желе уже застыло. Застывшее малиновое желе ставим в горячую воду на 10 секунд. Сразу же переворачиваем его на дно формы для выпечки. Приготовим йогуртовое желе, а малиновое желе ставим в холодильник. В миску насыпаем 40 грамм желатина и наливаем 150 мл воды. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин. В миску наливаем 1 литр йогурта без добавок. Сюда же насыпаем 1 стакан сахара и 10 грамм ванильного сахара. Все перемешиваем до однородности. Желательно, чтобы йогурт уже немного согрелся при комнатной температуре и не был сильно холодным. Желатин уже набух. Распускаем его в микроволновке импульсами по 10 секунд, после каждого раза перемешивая. Желатин должен нагреться примерно до 40-50 градусов. В растопленный желатин наливаем 2 столовых ложки подготовленного йогурта с сахаром и все перемешиваем. Это делается для того, чтобы немного выровнять температуры жидкостей. Так исключается вероятность того, что желе пойдет комками в йогурте. Получившуюся смесь вливаем в оставшийся йогурт небольшой струйкой, при этом постоянно перемешивая. Достаем подготовленное малиновое желе из холодильника и ставим бока формы для выпечки. Диаметр моей формы 18 см. Ставим ацетатную пленку, чтобы увеличить высоту формы по бокам и упростить вытаскивание уже готового застывшего торта. Если нет уверенности в том, что форма закрывается герметично, то снаружи плотно обматываем ее пищевой пленкой. Вокруг малинового желе заливаем подготовленную йогуртовую массу. Белое желе должно полностью скрыть малиновое, тогда получится сюрприз. Все ставим в холодильник застывать минимум на 4 часа, а лучше дольше. Застывший торт достаем из холодильника. Снимаем бока формы. Торт аккуратно переставляем на блюдо. Снимаем ацетатную пленку. Сверху торт украшаем свежей малиной. Еще больше разных рецептов тортов без выпечки смотрите у меня на канале по ссылке на экране или в описании под видео. Торт готов, можно подавать на стол. Торт «Малиновый сюрприз» получился красивым и необычным. Для гостей при разрезании торта точно будет сюрприз. А нежное йогуртовое желе отлично сочетается с приятной кислинкой малины. Они шикарно дополняют друг друга. Все любители желе точно оценят такой торт по вкусу и виду. Обязательно его приготовьте. Если вам понравились такие желейные торты, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.